Водолеи, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш таро-прогноз на ноябрь 2022 года. Помогать мне сегодня в этом будут Таро «Красота ужаса», а также Ленорман «Силуэт». Работать с вами будем по стандартной традиционной нашей схеме. Мы просмотрим основные моменты. Это общие рекомендации на месяц, вопросы работы, финансов, здоровья, личной жизни, общей энергии этого периода, а также неожиданность ноября. Настроились? Начинаем. Общие энергии, работа, финансы, вопросы здоровья, вопросы личной жизни. Давайте эту возьмем, раз сама идет. И рекомендации. Давайте это передвину. Вам видно, вам комфортно. Начнем. Общие энергии. У вас здесь ложится королева Пентаклей. Аркан, который указывает на желание стабильности, на желание материального. Это, знаете, говорю, видеть гнездо, создавать семейный очаг, уют. Не зря говорят гнездоваться, да, создавать зону комфорта, готовиться к зиме, создавать себе комфортную обстановку, заботиться о женщинах вашего рода, о ваших потомках, вкладываться в них финансово, то есть финансово поддерживать. У кого-то на повестке дня это думать о вопросах материнства, ну а в целом эта карта всегда указывает на взаимодействие, как правило, женщины или замужней, или женщины земной стихии, телец, дева или козерог. Как правило, женщина состоявшаяся, чаще даже состоятельная, но которая может вам подсобить, помочь, скорректировать какие-то ваши действия, дать отдельный совет, поддержать, направить. То есть здесь взаимодействие с этим человеком, знаете, как вас выведет в плюс. Но поскольку аркан многогранен и может откликаться в любой сфере жизни, мы с вами посмотрим, о чем здесь конкретно идет речь. Итак, королева Пентаклей и повешенный. Для кого-то вопросы зачатия, деторождения, вынашивания ребенка. Далее инвестиции в какой-либо долгосрочный проект. Например, вы берете ипотеку, берете рассрочку, либо во что-то там инвестируете, знаете, как на долгий период. И по этим арканам это еще инвестировать поэтапно, постепенно в изменение состояния своего здоровья, в улучшение качества жизни. Если будем смотреть вопросы работы, у вас здесь ложится девятка чаш. С одной стороны, прекрасная карта, которая сулит и указывает вам на жизнь в свое удовольствие, то есть жизнь-праздник. Это могут быть как комфортные условия труда, так и, в принципе, работа как праздник, и на нее вы идете воодушевленно. А кто-то для себя меняет условия труда и начинает работать сам на себя по принципу «хочу хавуем, хочу пряники». Ну, то есть здесь радость бытия. Но для большинства это все-таки вопросы отпуска, отдыха, поэтому здесь такой эмоциональный подъем, радость, по принципу «горе оно все ясным пламенем», я хочу отдыхать. Но мы сейчас посмотрим по факту. Итак, для тех, кто у нас не работает на данном этапе, то есть вы можете быть домохозяйкой в декрете, либо вы не работающий пенсионер или не работающий студент, часто просят не забывать студентов. Так вот, восьмерка чаш указывает, что работы у вас здесь нет и не предвидится. Здесь это жить на деньги и накопления родственников, люди по крови, либо деньги вашего партнера, то есть на эти ресурсы. Да, по восьмерке чаш ситуация вас здесь может несколько расстраивать. Почему? Потому что приходится эту помощь, эти дотации, как я говорю, выпрашивать, да, не могу сказать клянчить, но выпрашивать. Но, тем не менее, переживать вам не о чем. То есть вы не останетесь здесь голодными или без закрытых ваших базовых потребностей. Здесь все стабильно. Для тех же, кто у нас может искать работу и действительно ее ищет, то девятка чаш и дьявол – это искушение, идти на сделку с совестью. То есть работу-то вам здесь могут предложить, но работа, в лучшем случае это просто зарплата в конверте, да, а в худшем случае это действительно, не обязательно это что-то может быть криминального плана. Как правило, вот девятка чаш и дьявол. Торговля нелицензированным алкоголем, табаком. Или как некоторые девочки работают в эскорте. Или веб-камера. Я понимаю, что это будет характерно только для 2%, которые мне смотрят, и остальные напишут: «О боги, сама такая», потому что мне часто такое пишут. Но я вам говорю то, что идет по картам. И поверьте, ко мне
обращается разная целевая аудитория. Для всех остальных это просто, знаете, как предаваться искушению и наслаждению, и желанию легких денег. То есть вы работу искать не будете, а здесь вот девятка чаши дьявол, это находиться у кого-то на содержании, у своей второй половины, либо искать себе человека, который вас будет содержать в обмен на удовольствие. Еще здесь по этим картам это может проходить желание легких денег. То есть, ну, а с другой стороны, здесь они по этим картам как быстро пришли, так и быстро ушли. По принципу казино, ставки, лотерея, еще какие-то нюансы. То есть, говорю, как быстро пришли суммы, которые вам позволяют жить в роскоши, ну, так быстро вы их тратите. Если же вы наемный сотрудник, то здесь это указание на отпуск, на отдых. Ну, в худшем случае на больничный, но это больничный чаще, знаете, как может быть как предлог. Здесь это больше с целью восстановиться, отдохнуть и получить, ну, прийти с новыми силами. И если у вас свой собственный бизнес, то звезда девятка чаш – это быть на пике, это быть востребованным, популярным, ваши товары, ваша сфера услуг, ваше предприятие, ваша фирма, либо вы сами. То есть здесь действительно это просто быть у всех на устах, добиться результата. Если смотреть в сторону финансов, у вас здесь падает аркан Жрец. Как вы понимаете, сам по себе этот аркан не предполагает получение крупной суммы денег, это быть у кого-то на попечении, быть на содержании. Тем не менее, здесь есть поддержка как от семьи, так и, допустим, социальная от государства. Но и вы здесь будете пытаться, я не могу сказать, что зарабатывать, подрабатывать. Вот это, скорее всего, будет более корректно. И здесь это траты. Траты как на ваше обучение, получение новых навыков, знаний, то есть прохождение курсов, либо вы можете поступить в высшее учебное учреждения, но также здесь могут проходить траты на врача. Но все эти траты, они здесь приятные, то есть это не то, что, знаете, всплыла какая-то острая ситуация, которую нужно закрыть или решить. Нет, то есть это все заранее запланировано, это все продумано. Ну, например, вы решили себе сделать там лазерную коррекцию зрения или там поставить себе виниры. То есть это больше, знаете, как совместить приятное с полезным. И вопросы здоровья, и вопросы красоты. То есть это не какая-то экстренная трата денег на врача, которую вы не хотели и не планировали делать. Вопросы здоровья. Восьмерка жезлов. Карта хорошего физического, эмоционального, ментального состояния здоровья и самочувствия. Единственное, о чем она говорит, очень часто это карта внезапного повышения температуры. Поэтому старайтесь не сидеть на сквозняках, карта скорости, не переохлаждаться. И здесь еще, помимо всего прочего, если вы активно занимаетесь спортом, берегите свои связки, суставы, сухожилия, потому что есть риск, что вы можете их повредить. Поэтому здесь лучше, знаете, как поберечься. И вопросы личной жизни. Посмотрите, какой у вас замечательный аркан. Карта десятка чаш. Карта полноты жизни, радости жизни, счастливой семьи, счастливых пар, семейных ценностей, удовольствия, которое вы получаете в семье. Посмотрим для каждого из вас. Итак, для тех, кто у нас на текущем жизненном этапе свободен. Как же для вас будет раскрываться цепочка событий? У вас, обратите внимание, карты как звучат. Здесь ложится семерка мечей в связке с десяткой чаш. То, во-первых, у кого-то здесь это попытка бывших вернуться к вам с целью восстановления отношений, даже создания семьи. А у некоторых это может идти знакомство с партнером или с партнершей, которые не свободны, но могут вам предлагать, так сказать, адюльтер. А стоит вам на это соглашаться или нет, это уже другой момент, но тем не менее такая цепочка событий у вас крайне вероятна. Так, если вы уже находитесь в любовных треугольниках, то здесь шестерка пентаклей, десятка чаш – это закон равноценных взаимоотношений. Здесь очень качественный энергообмен. Более того, может поступить предложение действительно о создании новой семьи, новой ячейки общества. И вы будете взвешивать все за и все против, стоит ли вам подписываться на этот союз. Если же вы в стабильных связях, то десятка чаш, девятка жезлов. По этим арканам это в первую очередь отпустить какие-то семейные конфликты, неурядицы, закрыться, я бы сказала, даже постараться забыть, отпустить ситуацию, не акцентировать на ней внимание, но и ощущать себя в семье защищенными.
получать зону комфорта, чувствовать себя как за каменной стеной, получать какое-то воодушевление, радость, понимаете, эмоциональный подъем, потому что вы рядом с близкими, вы имеете окружение, поддержку, люди, которые вас ценят, любят и о вас заботятся. Это очень важно. И здесь в плане совета и рекомендаций у вас ложится тройка жезлов, аркан, который указывает на перспективы, новый рассвет, новое качество жизни, движение вперед, новые социальные связи и стремление к новым горизонтам. То есть вы для себя это будете ставить во главу угла. Обращаю ваше внимание, что наиболее значимой у вас все-таки здесь будет сфера финансов. Поэтому, если есть перспективы, делайте себе запасы, создавайте себе финансовую свободу. А мы сейчас посмотрим на неожиданность этого периода. Что будет здесь? Итак, якорь, сад и плеть, ну, либо метла. Здесь гора. Гора — это как непонимание, это какая-то здесь старая застоявшаяся ситуация. И здесь, вот видите, попытки стабилизировать общение, отношения, то есть устранить эти конфликты. Да, возможно, их проговорить, да, что-то для себя прояснить, но оставить это в прошлом, потому что для вас здесь стабильность будет превыше всего. Я вам искренне этого желаю, чтобы у вас в жизни все наладилось, чтобы жизнь была полная чаша, и вы получали довольство каждый день. Закрою здесь картой семьи, поддержки, картой рода, картой полноты жизни, и пусть сама Вселенная и ваши, скажем так, пророки, в тех, в которых вы верите, обязательно помогают вам. Вот таким вышел расклад на ноябрь. Я верю в то, что информация для вас будет во благо и обязательно она вас порадует. Вас же благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых встреч.